День 1549. Алекс на связи. Недавно я рассказывал про Wi-Fi розетки. У меня их 3 штуки. Минус этих розеток в том, что они работают через облако Туя. А плюс в том, что для их работы нужен только роутер. Через приложение можно настраивать разные таймеры. Можно настраивать простые сценарии. Но проблема в том, чтобы добавить эти устройства в умный дом. Так как всегда это какие-то костыли и нет нормальных решений. Также у меня есть Zigbee розетки, и я в принципе планирую на них полностью переходить. Минус у них, конечно, есть. Это наличие шлюза. На самом деле это не такая большая проблема, как ее обычно показывают, потому что стоимость шлюза достаточно низкая, около 1000 рублей. Это если покупать универсальный, который умеет еще и Bluetooth плюс Zigbee. Если покупать шлюз только Zigbee, то в принципе он стоит еще дешевле. Минус в том, что для каждой экосистемы нужен будет свой шлюз. Например, у меня есть купленный шлюз Xiaomi. Я его покупал очень давно, в самом начале. И на нем как раз пробовал экспериментировать, как работает Zigbee устройство. Можно было на нем сделать небольшие сценарии. Например, в нем были в комплекте датчики движения и датчики открытия. Можно было сделать, чтобы шлюз обрабатывал эти датчики и работал в качестве ночника и включался при движении или при открытии дверей. Некоторое время он мне валялся без дела, потому что я понял, что проще перейти на один универсальный шлюз, а не использовать несколько разных. Поэтому шлюз Туя я уже не стал приобретать. После того, как хорошие люди придумали способ, как можно на шлюз Xiaomi перепрошить, я это сделал. Правда, сломал там несколько крепежей. После этого функционал его сильно увеличился. Сейчас я думаю, что это, наверное, самое полезное устройство в доме, поскольку он может работать как колонка, которая озвучивает разные события. Также он работает как ночник в разных режимах. В нем играет интернет-радио. Я настроил у себя на сервере несколько каналов и транслирую на эту колонку. Но сейчас я это не использую, поскольку качество музыки так себе. У меня есть колонка Яндекса, которая играет вполне неплохо. Если мне надо послушать музыку не с Яндекса, а свою собственную, то для этого у меня есть Bluetooth усилители, которые подключены к нормальным колонкам. И я уже могу на них транслировать с системы умного дома своего сервера необходимую музыку. Через приложение можно настраивать разные таймеры, небольшие сценарии. Я настроил автоматизацию по датчику движения. Можно использовать датчики рассвета и заката. Также есть приложение Tuya, возможность настраивать по температуре воздуха на улице. Для использования шлюза Xiaomi используется приложение Mi Home. В нем есть возможность настраивать также таймеры по времени, по дням недели. Я настроил несколько сценариев, но есть возможность также сделать, чтобы отключать и включать сценарии из других сценариев. Но когда я создал около 5 сценариев, это стало достаточно сложно этим управлять. И, в принципе, я уже решил отказаться. Также я купил камеру Xiaomi Wi-Fi, которая подключается к приложению Mi Home. И можно из одного приложения управлять разными сценариями, связанными с датчиками движения. И, например, включать камеру. В принципе, сама камера неплохая. У нее есть ИК-подсветка, у нее есть карта SD, и можно записывать на нее видео. Можно смотреть через приложение записи с камеры. Но проблема оказалась в том, что эту камеру нельзя подключить к системе умного дома. После этого я приобрел камеры TAPA от TP-Link. У них функциональность практически такая же, как у Xiaomi, но у них есть большой плюс. Они отдают поток по RTSP, и их можно легко подключить к системе умного дома. Поэтому камера Xiaomi сейчас практически не используется и бесполезна, но для начала она вполне сгодилась. Умные розетки могут включаться и выключаться, измеряют напряжение в сети, измеряют силу тока, подключенной нагрузки и потребление. Проблема в том, что есть некоторые умные розетки, которые обрабатывают информацию о потреблении энергии очень странно. Они шлют информацию с некоторой задержкой до 30 секунд, что иногда целая вечность. Например, у меня чайник может вскипеть гораздо быстрее. А другие розетки обновляют информацию гораздо быстрее, в районе 10 секунд.
Не думаю, что у них там стоит какой-то суперкомпьютер, поэтому они часто отправляют информацию как есть, и она, может быть, еще не успела рассчитаться. В разных системах это, конечно, обрабатывают по-разному. Например, в Home Assistant предлагает создать виртуальный сенсор и в него уже записывать этот параметр, фильтруя значения. И тогда графики не будут строиться с большим разбросом от 0 до 230 вольт, например, а будут строиться корректно в допустимом диапазоне. Но поскольку я обрабатываю свои датчики в собственном скрипте, у меня такой проблемы нет. Я добавил туда сразу фильтр и сохраняю в базу уже правильное значение. Конечно, нужно проверять все значения, поскольку сила тока и потребление может быть равным нулю, напряжение не может быть равно нулю, потому что при выключенном напряжении розетка уже не сможет ничего передать. Но я думаю, что и на стороне приемника уже тоже ничего не будет работать.